Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. В этом видео я покажу 5 разных рецептов с белокочанной капустой. Все блюда вкусные и готовятся совсем несложно. Я думаю, каждый сможет подобрать для себя какой-то из рецептов. Первыми приготовим вкуснейшие пирожки с сосиской и тушеной капустой. Пирожки получаются настолько вкусными, что от них просто невозможно оторваться. Сначала приготовим опару для теста. 120 мл теплого молока выливаем в миску. К нему высыпаем 1 чайную ложку соли и 1 чайную ложку сахара. Сюда же крошим 20 грамм прессованных или 8 грамм сухих дрожжей. Опару перемешиваем до однородности и ставим в теплое место на полчаса. Через полчаса в опару вливаем 180 мл теплой воды. Сюда же добавляем примерно 500-600 грамм муки небольшими порциями, постоянно вымешивая тесто. Муки может понадобиться меньше или больше, в зависимости от ее сорта. После того, как тесто собралось в комок, вымешиваем еще 2-3 минуты. Сюда же добавляем 30 грамм мягкого сливочного масла. Тесто с маслом вымешиваем еще 3-4 минуты. Тесто должно получиться гладкое и однородное. Готовое тесто собираем в шар, кладем в миску, накрываем пищевой пленкой и ставим в теплое место для того, чтобы оно подошло. Тесто должно увеличиться в объеме в 1,5-2 раза. Тесто подошло, теперь лепим пирожки. Отрываем кусочек теста и раскатываем на столе, посыпанной мукой. Удобнее всего раскатывать тесто прямоугольником размером приблизительно 20 на 30 см. Такой прямоугольник разрезаем на 4 части. На каждую из частей выкладываем приблизительно по пол столовой ложки тушеной капусты. Всего понадобится примерно полкилограмма тушеной капусты. Начинку кладем не строго по центру, а смещаем ее к одному краю, для того, чтобы начинка не мешала сворачивать пирожок. Сосиску разрезаем на 2 или 3 части и кладем сверху на капусту. Сосисок тоже понадобится примерно полкилограмма. Тесто с начинкой заворачиваем в рулет. Пирожки выкладываем на противень и ставим на расстойку приблизительно на 30 минут. Подошедшие пирожки сверху смазываем взбитым яйцом. Пирожки ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем примерно 30 минут. Пирожки получаются очень мягкие, вкусные и с красивой золотистой корочкой сверху. Обязательно приготовьте такие пирожки, все будут от них просто в восторге. Вторыми приготовим ленивые голубцы. Это прекрасная возможность сэкономить свое время и приготовить вкуснейшее блюдо. Такие голубцы не нужно заворачивать и отваривать капустные листы. Готовить такие голубцы – одно удовольствие. Сначала подготовим все ингредиенты. 1 луковицу нарезаем мелкими кубиками. Одну морковь трем на мелкой терке. На сковороду с небольшим количеством растительного масла кладем нарезанный лук. Пассируем до золотистости. К луку добавляем тертую морковь. Перемешиваем и пассируем до мягкости морковки. В большую миску кладем нашинкованную капусту. К ней добавляем полкилограмма свино-говяжьего фарша. Насыпаем 3 столовых ложки ржаных отрубей или панировочных сухарей. И разбиваем 1 яйцо. Сюда же добавляем половину пассерованных овощей. Все солим примерно половиной столовой ложки соли и перчим по вкусу. Перемешиваем до однородности. Вместо свино-говяжьего фарша можно использовать любой другой, например, куриный. Форму для выпечки немного смазываем растительным маслом. Из этой массы руками формируем голубцы в форме больших котлет и выкладываем в подготовленную форму. Еще больше разных легких рецептов с мясом смотрите в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. Сверху на голубцы выкладываем оставшуюся овощную пассировку. Томатный сок немного солим и перемешиваем. Выливаем его сверху на голубцы.
Для этого количества ингредиентов понадобится 2 стакана томатного сока. Томатный сок можно заменить томатной пастой. Для этого нужно развести 4 столовых ложки пасты в 2 стаканах воды. Форму с голубцами накрываем крышкой или фольгой. Ставим в разогретую духовку до 200 градусов, запекаем 60 минут. Ленивые голубцы готовы, можно подавать на стол. Ленивые голубцы получились очень вкусными, сочными и сытными. Они отлично подойдут как обед или ужин для всей семьи. Готовится очень просто и из самых доступных продуктов. Третьими приготовим капустные шницели. Это бюджетное блюдо, которое получается вкусным и сытным, а готовится очень просто. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала мелко шинкуем примерно 1,5 кг капусты. Всю капусту перекладываем в кастрюлю. Немного ее солим и заливаем водой так, чтобы вода немного не доходила до поверхности капусты. Ставим на огонь и варим примерно 25 минут до мягкости капусты. Капусту откидываем на дуршлаг и даем стечь в воде. В миску разбиваем 7 яиц и немного перемешиваем. Сюда же добавляем 7 столовых ложек муки и перемешиваем венчиком до однородности. В эту массу добавляем подготовленную капусту. Все солим по вкусу, перчим и хорошо перемешиваем. Шницели жарим на среднем огне с небольшим количеством подсолнечного масла. Жарить их нужно под крышкой с 2 сторон до красивой золотистой корочки. Подаем шницели на стол в горячем виде со сметаной. Такие шницели получаются очень вкусными и сытными. Это бюджетное по своей стоимости блюдо станет отличным вариантом обеда или ужина. Следующим блюдом приготовим салат с капустой и маринованными опятами. Салата получается много и он очень вкусный. Готовится такой салат совсем несложно и быстро. Мелко шинкуем примерно 1 кг белокочанной капусты. Нарезаем пучок зеленого лука. Его можно заменить одной головкой репчатого лука. Одну большую морковь трем на крупной терке. Измельчаем большой пучок петрушки. 2 свежих огурца нарезаем соломкой. В миску кладем нашинкованную капусту, нарезанный лук, тертую морковь, нарезанную петрушку, 1 банку зеленого горошка, нарезанные огурцы и банку маринованных опят. Опята можно заменить любыми другими маринованными грибами. Сюда же через пресс выдавливаем 2 зубчика чеснока. Салат солим по вкусу, перчим, наливаем 3 столовые ложки яблочного уксуса и заправляем примерно 5 столовыми ложками нерафинированного подсолнечного масла. Все перемешиваем и подаем на стол. Салат с капустой и маринованными опятами получился очень вкусный, легкий и витаминный. Очень вкусную нотку салату придают грибы. Обязательно его приготовьте, это очень вкусно. И пятым приготовим очень вкусный и сытный пирог с капустой на каждый день. Готовится такой пирог совсем несложно. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала шинкуем полкилограмма капусты и перекладываем ее в миску. Капусту солим примерно чайной ложкой соли и немного перетираем руками. Пучок петрушки измельчаем и добавляем к капусте. Все перемешиваем. Форму для выпечки смазываем сливочным маслом и посыпаем мукой. Подготовленную капусту перекладываем в форму и распределяем по форме. Готовим тесто. Разбиваем 3 яйца и добавляем чайную ложку соли. Яйца перемешиваем до однородности. Сюда же добавляем 5 столовых ложек сметаны.
и 3 столовых ложки майонеза. Опять все перемешиваем. В эту смесь высыпаем 6 столовых ложек муки и 2 чайные ложки разрыхлителя для теста. Перемешиваем тесто до однородности. Тесто должно получиться не жидким, а медленно стекать с венчика или ложки. Если тесто жидкое, добавьте еще муку. Готовое тесто выливаем на капусту и равномерно распределяем его по форме. Сверху тесто посыпаем кунжутом. Пирог ставим в разогретую духовку до 180 градусов, выпекаем приблизительно 40 минут. Пирог получился очень аппетитный и вкусный. Обязательно попробуйте его приготовить, думаю, он вам тоже понравится. Если вам понравились такие рецепты с капустой, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео, они выходят каждый день. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.